Друзья, всем привет! Как дела? Как дела? Все хорошо? У вас все хорошо? Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий, а это Мартин. Мартин, привет! Скажи всем привет! У него сегодня не очень хорошее настроение, потому что на улице прохладно. Я не могу сказать, что очень холодно, но прохладно. Дует сильный ветер. Вы видите, что я надел теплую, практически зимнюю куртку. Я надел практически зимнюю куртку. Я сегодня в зимней куртке. Пасмурно на улице, нет солнца, пасмурно, облака на небе серые облака. Мартин капризничает. И сегодня мы будем с вами гулять по городу. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем повторять предлоги в русском языке и падежи, потому что определенные предлоги требуют определенных падежей. Этот влог для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. Какие-то предлоги знают студенты уровня А1, какие-то предлоги знают студенты уровня А2, какие-то предлоги знают только студенты уровня B1. Сегодня, в общем, будем повторять предлоги. Вы видите, Мартин хочет гулять. Мы сегодня будем гулять по городу. Дательный падеж. Мы сегодня будем гулять по городу. Мартин, что ты делаешь? Мартин? Ты грязный, грязная собака. Мы сегодня будем гулять по городу. Мы не будем гулять по туристическим местам. Мартин, идем. Мы не будем гулять по туристическим местам. Мы не будем гулять по людным местам. По местам, где очень много людей. Мы будем сегодня гулять по городу. Мы будем гулять по тихим улицам, по нетуристическим местам. Мы сегодня будем гулять, может быть, по паркам, может быть, мы будем гулять по скверам, может быть, будем гулять по, не знаю, красивым тихим улицам, по красивым тихим улочкам, по маленьким улочкам. Как вы думаете, что ищет Мартин? Мартин, что ты ищешь? Ты не хочешь гулять по улицам, ты не хочешь гулять по паркам, ты не хочешь гулять по спокойным тихим улочкам. Он что-то ищет, я не знаю, что он ищет. Мы сейчас находимся в таком тихом, спокойном районе. Мы находимся в тихом, спокойном районе. Предложный падеж в тихом, спокойном районе на такой маленькой площадке, на такой маленькой спортивной площадке. Смотрите, здесь есть какие-то тренажеры, Это маленькая спортивная площадка, и мы сегодня вот находимся на такой маленькой спортивной площадке. Мы находимся на маленькой спортивной площадке. Здесь парковка. Друзья, парковка. На парковке много машин. На парковке много машин. И практически нет свободных мест. Чтобы припарковать свою машину, чтобы припарковать свой автомобиль. Так, куда мы пойдем сейчас? У меня нет маршрута, мы просто гуляем с Мартином по городу. Над этим зданием стоит кран. Предлог над. Творительный падеж. Над чем стоит кран? Кран стоит над этим зданием. Над этим зданием стоит кран, а под краном стоит здание. Тоже творительный падеж. Под краном стоит здание. Друзья, смотрите, как много машин. Я сейчас стою перед машиной. Творительный падеж. Я стою перед машиной. Так, Мартин, мы стоим перед машиной.
Сейчас мы будем стоять за машиной. Мартин, идем. Идем. Привет! Я стою за машиной. За машиной, творительный падеж. И, внимание, мы стоим между машинами. Да, Мартин? Мы стоим между машинами. Тоже творительный падеж. Творительный падеж, такой популярный. Мы стоим между машинами. Что ты хочешь? Мы сегодня договорились с тобой гулять по городу. А ты все время хочешь что-то делать. Играть, сидеть, лежать. Мне кажется, он не хочет сегодня гулять по городу, потому что дует ветер, на улице прохладно. Вы видите, я в зимней куртке, в теплой зимней куртке, и мне все равно холодно, потому что я мерзляк. Мерзляк – это тот человек, которому всегда холодно. Это я. Вы видите, у меня красный нос, я думаю, у меня красный нос, потому что я мерзляк, мне всегда холодно. Чтобы не было холодно, нужно двигаться. Нужно двигаться, поэтому идем. Русское радиошоу. Мы сейчас гуляем по парку, дательный падеж. Мы гуляем по парку, по небольшому, но красивому парку. Это небольшой, но красивый парк. Мы гуляем по небольшому, красивому парку. Смотрите, попугаи сидят на земле и что-то ищут. Мартин что-то ищет, и попугаи что-то ищут. Да, сегодня прохладно. Ох, я сейчас стою рядом со скамейкой. Это скамейка, я стою рядом со скамейкой. Творительный падеж, рядом со скамейкой. А рядом со мной стоит Мартин. Я стою рядом с Мартином. Мартин стоит рядом со мной. Мы стоим рядом со скамейкой. Творительный падеж. Вообще мы стоим справа от скамейки. Родительный падеж. Мы стоим справа от скамейки. Сейчас, друзья, внимание, мы стоим слева от скамейки. Мы стояли справа от скамейки, теперь мы стоим слева от скамейки. Да, Мартин? Ты хочешь гулять? Идем гулять, посмотрим, что еще здесь есть. Это кран с водой. Мартин, хочешь пить? О, кран очень высоко. Мартин не достанет. Мартин, ты не достанешь? Нет, кран очень высоко. Мартин маленький. Он просто не достанет. Какой красивый парк. А сейчас, друзья, внимание, мы стоим в центре парка. Между деревьями. Здесь деревья. Мы стоим в центре. Предложный падеж. В центре чего? Парка. Родительный падеж. Мы стоим в центре парка. Мы стоим посередине парка. Родительный падеж. Посередине чего? Посередине парка. Смотрите, вы видите, попугай ест хлеб. Зеленый попугай сидит на заборе. А теперь зеленый попугай, вы не видите, сидит на дереве. Самолет! Над городом летит самолет. Вы видите? Вы не видите, но, может быть, слышите, как над городом летит самолет. Мы гуляем. Так, мы сейчас стоим около здания. Мы стоим около здания. Около здания родительный падеж. Мы сейчас стоим у здания, около здания. И сейчас мы будем переходить дорогу, через дорогу. Это уже винительный падеж. Итак, мы переходим дорогу. Переходим через дорогу.
Кстати, переходить дорогу и переходить через дорогу почти одно и то же, но есть нюансы. Есть нюансы, когда мы используем предлог «через», это значит через какую-то преграду. Через какую-то преграду. Посмотрите, какое красивое здание, друзья. Какое красивое здание. Практически Хогвартс из Гарри Поттера. Какие странные колонны. Смотрите, одна колонна, вторая колонна, и я сейчас стою между колоннами. Я стою между колоннами. Творительный падеж между колоннами. Я не знаю, что это за здание. Это официальное учреждение. Я не хочу, чтобы сейчас пришли охранники, поэтому идем дальше. Смотрите, какая красивая пальма, друзья. Какая большая красивая пальма. Я сейчас под пальмой. Мы с Мартином под пальмой. Мы стоим под чем? Творительный падеж под пальмой. Посмотрите, какие красивые здания. Какие красивые здания. Мне нравится эта архитектура. Какие красивые здания. Смотрите, какие красивые здания, друзья. Видите, сейчас мы идем туда. И мы сейчас идем под зданием. Мы идем под зданием. Мартин, мы даже не идем, мы бежим под зданием. Как красиво, как красиво. Красота. Посмотрите. Слева от нас здание, справа от нас красивое здание. И посередине этого комплекса тоже стоит здание. Посередине чего? Родительный падеж. Посередине этого комплекса, архитектурного комплекса, тоже стоит здание. Вы посмотрите, как красиво. Как красиво. Сейчас я знаю, что мы сделаем. Мы сейчас отпустим Мартина, и Мартин будет бегать по парку. Мартин будет бегать по парку. Бегать по чему? Дательный падеж. Мартин бегает по парку. Самая счастливая собака – это Мартин, потому что он может бегать по парку, может играть с собаками. Он не хочет изучать русский язык. Он и так хорошо понимает по-русски. Он не говорит по-русски, но он понимает по-русски, особенно если я говорю ему: «Мартин, нельзя». Мартин, нельзя. Самая счастливая собака. Пока Мартин там играет с друзьями, посмотрите, какая статуя, друзья. Посмотрите, какая статуя. Мне кажется, этот человек думает о том, с какими же падежами, какие предлоги нужно употреблять. Например, предлог «у». Какой падеж? Он думает, какой падеж «у»? У меня, у тебя. Родительный падеж? Да, это родительный падеж. Он думает, например, предлог «над». Какой падеж? Родительный? Нет. Дательный? Нет. Творительный падеж. Над. Над чем? Над кем творительный падеж? Я сейчас, кстати, стою слева от этой статуи. Слева от этой статуи, от статуи, которая думает о падежах, думает о предлогах в русском языке. Я сейчас слева от статуи, а сейчас, внимание, я буду стоять перед статуей. Я как телохранитель, как охранник, серьезный охранник, серьезный телохранитель. Я стою перед статуей. Пока статуя думает о предлогах, о падежах, я стою перед статуей. Сейчас, внимание, я стою справа от статуи. Справа от чего? Родительный падеж. Справа от статуи. Я сейчас справа от статуи. Стою справа от этой статуи, которая думает о предлогах, о падежах. Ну а сейчас, внимание, я стою за статуей. Вы меня не видите, но слышите? Вы меня видите. Я стою за статуей. Привет, я за статуей. Зачем? За кем? Творительный падеж. За статуей. Какой же падеж нужно использовать с предлогом «над»? Какой падеж нужно использовать с предлогом «у»? Какой падеж нужно использовать с предлогом «перед»? Вот о чем думает эта статуя. Вот о чем думает эта статуя. Наверное, я тоже подумаю. Так вот,
Я сейчас сижу у статуи, я сижу рядом со статуей, я сижу у статуи. Угу. Родительный падеж у статуи. Я сижу около статуи, тоже родительный падеж. Я сижу около статуи. Я сижу рядом со статуей. Творительный падеж. Я сижу рядом со статуей и думаю, почему русский язык такой сложный, почему так много предлогов, почему так много падежей. Студенты должны все время думать об этом, помнить о том, какие предлоги, с какими падежами нужно использовать. Трудный вопрос, да? Трудный вопрос. Трудный вопрос. Нужно учить грамматику. Почему русский язык такой сложный? Я сейчас иду мимо здания, мимо этого красивого здания, мимо кого, мимо чего, родительный падеж. Я думаю сейчас о том, почему русский язык такой сложный. Иду мимо здания и думаю о русском языке, о русской грамматике, о предлогах, о падежах и так далее. Мартин бегает, веселый. Молодец, Мартин, надо больше двигаться. На улице холодно, дует ветер. Холодно, у меня, наверное, красный нос. Что мне нравится, друзья? Мне очень нравится, что в Испании есть мусорные баки, есть мусорки. Вы видите, мусорка стоит справа от скамейки. Мусорка стоит справа от скамейки. Здесь скамейка, здесь мусорка. Мусорка стоит справа от скамейки. Скамейка стоит слева от мусорки. Мусорка справа от скамейки. Скамейка слева от мусорки. Можно сидеть, есть что-нибудь и потом мусор выбросить сюда. А за скамейкой, смотрите, за скамейкой красивые цветы. Не пахнут, кстати, не пахнут. Но какие-то красивые цветы. Я не очень хорошо разбираюсь в цветах. Еще одна интересная конструкция. Разбираться в ком, в чем. Разбираться в. Предложный падеж. Что значит разбираться в? Я не очень хорошо разбираюсь в цветах, но я хорошо разбираюсь в русских предлогах и в русских падежах. Разбираться в. Это значит что-то хорошо понимать, знать практически все об этом, быть практически профессионалом в этой сфере. Я не разбираюсь в цветах, но я разбираюсь в русских предлогах и в русских падежах. Где Мартин? Где Мартин? Так, это не Мартин. Мартин! Мартин! У тебя новый друг! У тебя новый друг! Отлично! Русское радиошоу. Друзья, я надеюсь, что вы повторили предлоги и падежи. Да, это сложная тема, это очень сложная тема, поэтому я всегда говорю, что нужна практика, практика, практика и еще раз практика. Нужно смотреть разные видео на YouTube, в том числе и видео русского радиошоу. Да, Мартин? Оп, Мартин был под скамейкой, сейчас Мартин за скамейкой. Нужно смотреть видео русского радиошоу, нужно слушать подкасты русского радиошоу на Spotify, на Apple Podcast, на других платформах. И нужно, конечно, говорить по-русски. А еще нужно поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Предлоги, падежи, как все это выучить?